Сегодня в ролике мы закажем китайские копии самых топовых гаджетов, хорошенько их протестируем и уничтожим iPhone. Все мы грешны. И у каждого из нас хоть раз в жизни, да, промелькала мысль, а почему бы не взять себе реплику оригинального гаджета, а на сэкономленные деньги купить десяток яиц? C0, конечно же. Тем более, что оригинальные, что фейковые гаджеты собираются в Китае. А быть может, даже на одних и тех же заводах. Поэтому прямо сейчас я сажусь за свой Mac, надеваю латексные перчатки и хорошенько покопаюсь в этом говне. Оригинальные наушники нас не интересуют. Нам нужна самая отборная копия. Вот, 1000 рублей. Вот это уже поинтереснее, но все равно как-то слишком банально. Я хочу чего-то эпичного. Во, AirPods Pro 2. Они даже называются AirPods 3 с дисплеем за 1500 рублей. Но мне кажется, интереснее этого мы уже ничего не найдем, поэтому отправляйся в корзину. Я не собираюсь экономить, поэтому буду искать лучшее качество. Так, нас встречают часы за 800 рублей. Мне очень интересно, что это, но брать я их не буду. Во, часы с чатом GPT, премиум качество, HK Ultra 2. Мне вот очень интересно, поэтому я отправляю их в корзину. Как насчет Dyson? Только брать мы будем не фен или стайлер, а пылесос. Все-таки Dyson это самый лучший пылесос в мире. Я нашел вот такую вот реплику Dyson V15 Detect Fluffy. Все равно дорого, но я не нашел ничего выгоднее. Пылесос даже как-то и похож на оригинал. Поэтому я добавляю его в корзину. Было непросто, но я нашел PlayStation 5 за 4000 рублей. В комплекте у нас идет 2 джойстика, подставка под консоль. Не, ну это прям какой-то люкс-наборчик. Да, правда, ни одного отзыва тут, но значит наш будет первым. Добро пожаловать в корзину. Ну и куда же мы без этого? Китайский 15 Pro Max. Всего за 12 000 рублей мы получаем Super Retina XDR, 512 гигов внутренней памяти и камеру, кстати, 16 мегапикселей. Ну, хоть спасибо, что не 100. Отправляйся в корзину, мой друг. Ну и на десерт разрешите побалую себя и возьму себе Apple Vision Pro. Так, не, это что-то слишком дорого. Ну а что вы скажете про Vision SE за 40 000 рублей? За эти деньги мы получаем 4К дисплея, интерфейс, кстати, как у оригинальных очков, чип Snapdragon. Слушайте, ну цена, конечно, кусается, но я не дурак, чтобы брать оригинальный Apple Vision Pro, поэтому, видимо, буду дураком, который возьмет китайские в корзину. Итак, корзина у нас вышла на 80 000 рублей, и я ее оплачиваю. Буквально пару дней, и гаджеты уже у меня. Начнем с самого лайтового. AirPods Pro 2 за 2000 рублей. Сходу, немного другая коробка. Написано ANC ENC. Видимо, это какой-то местный локальный китайский бренд. Но что там с самими наушниками? Так, открывается так себе. Вот они. И правда, это AirPods Pro с дисплеем. Блин. Я знал, что они существуют, но я впервые их вижу. Амбушюры есть, но провод, к сожалению, не плетеный, какой-то супер галимо китайский. Корпус у них, кстати, прям неплохой. Ну, по ощущениям, как оригинальный. Вот здесь видны какие-то шовчики, конечно. По идее, на этом дисплее я могу переключать треки, управлять шумоподавлением и выставлять эквалайзер. Кстати, вот сами наушники прям один в один. Что ж, я их уже законнектил, и осталось лишь навалить музла. 52. Мальчика-парень. На удивление, играют они весьма себе неплохо. Конечно, намного хуже тех же самых оригинальных подсов. Но если сравнивать их с бюджетниками по типу Redmi и Xiaomi, ну, я, наверное, выберу эти наушники. Конкретно в этих наушниках меня приятно удивило качество низких частот. Я даже скажу, что они здесь как будто бы интереснее, чем в оригинальных AirPods. А вот высокие очень плохо. Создается какая-то мешанина звуков, рок-музыку на таких не послушаешь. Другой вопрос в их долговечности, потому что у меня эти наушники то отсоединяются, то сами ставятся на паузу. Иногда дисплей вообще не функционирует. Вот сейчас вот они вообще разрядились. Конечно, может быть, это чисто мне не повезло, но я, честно говоря, в это не верю. Резюмируя, звук у них не самый отстойный. Да и согласитесь, ну, вид они имеют. И кто знает, возможно, благодаря именно этим наушникам вы сможете заполучить долгожданный респект улиц. Следующий на очереди Apple Watch Ultra за 2000 рублей. Ну, наконец-то коробка, которую мы заслужили. Блин, здесь написано прям крупно. Чат GPT. Меня прям это очень заинтриговало. Очень интересно, что тут внутри. О, зацените, как вам. Ну, за это респект. Прикольно. Нас встречают часы, ремешок, кстати, не самого плохого качества, и второй ремешок. Как бы в подарок. Так, ну, очень простенький MagSafe, максимально дешевый. Сами часы, блин, ну, сходу очень классно они повторили. Слушай, они прям вообще, кто бы их дал, я бы сказал, что это оригинально. Ну, вот здесь вот единственное есть наклеечка. Очень классно. Очень хочется их включить теперь. Welcome, powered by Wear Fit. Сразу могу сказать, что дисплей очень-очень неплохой. Есть даже русский язык, настраиваемый. Офигеть!
Блин, так вообще похоже. Нифига себе, менюшка прям такая же. Я уже запустил на них какую-то тревогу. Ой, ремешок очень туго, очень плохо идет. Ну вот и скажите мне, что на мне реплика сейчас. Что ж, давайте тестить это чудо-юдо и сравнивать их с оригинальными часами. Сегодня я провел несколько тренировок с оригинальными и фейковыми часами, и вот что я понял. Скажу сразу, качество дисплея прям очень неплохое. Интерфейс схожий, тут некоторые приложения прямо имитируют оригинальный. Да, они иногда подлагивают, ну а что вы хотели от часов за 2000 рублей? Звонки они принимают на удивление с очень хорошим звуком, но правда делают они это тогда, когда сами захотят, и это, конечно же, минус. Уведомления они отображают, но очень коряво и без возможности оставить быстрый ответ. Встроенный чат GPT это вообще какой-то прикол. Максимально забагованный, нерабочий, но зато он тут есть. Конкурент Apple Intelligence. Лично для меня самое интересное это то, как они считают шаги, пульс и калории. Ведь в этом самая основная фишка Apple Watch. Ну и, конечно, интересно, как они держат заряд. Что ж, у меня было 3 тренировки, и первая из них это бег. Оригинальные часы показали, что я пробежал 2 километра и потратил 276 калорий. В то время как фейковые часы показали, что я пробежал всего 1 километр и потратил 72 калории. Второй тренировкой была велосипедная езда. Оригинальные часы показали, что я проехал 10 километров, что является абсолютной правдой. А китайские часы показали, что я проехал всего 1 километр. Ну и, к слову, по их мнению, мой пульс равнялся нулю. Ну и напоследок я поплавал в озере. Оригинальные часы справились просто прекрасно, показали, что я проплыл 100 метров, а наши паленые часы, к сожалению, ничего не выдали. Ведь буквально через 2 минуты они перестали включаться, и их жизненный цикл подошел к концу. Видимо, никакой влагозащиты здесь и не было. Не хочу уходить в детальный обзор этих часов, но скажу, что все функции на них работают, ну, кое-как. Пользоваться ими максимально неудобно, и для спорта, тем более, они совершенно никак не подходят. А заряд они, кстати, держат 1,5 дня, что весьма себе неплохо для таких часов. Выводы, конечно, делайте сами. Я же считаю, что такие часы, если и брать, то только ради того, чтобы люди со стороны думали, что у вас оригинальная Apple Watch Ultra. Если хотите взять себе что-то для спорта, возьмите лучше Mi Band. У них как раз вышла 9-я версия. Что ж, к следующему гаджету я буду придираться. Это реплика Dyson V15, и он стоит целых 20 тысяч рублей. Коробка, конечно, не самая лучшая, за такие деньги могли бы и постараться. Хотя, честно говоря, у оригинального Dyson тоже беспонтовая коробка. Нас встречает куча разных коробочек. Так, в комплектации у нас идет труба, насадочка раз, насадочка 2. Здесь у нас аккумулятор, и еще 2 насадки. Ну, неплохо, неплохо, ребят. Вот оно, зарядное устройство, которое мы заслужили. Что, ну не могли постараться, что ли? Самое основное, пылесос. 20 тысяч рублей, ребят. Слушайте, ну пластик, кстати, не самый дешевый даже. Здесь у нас аккумулятор. Будет работать? Ого, работает. Только посмотрите на этот дисплейчик. Блин, ну это, конечно, не как у оригинала совсем. Но в целом напоминает. Ну, кстати, защелкивается весьма себе. Это у нас щетка для ковров получается. Ну, тоже хорошо. Ладно, самое главное, как он сосет. Погнали проверять. Я подумал, что это будет самый объективный тест и подготовил полосу препятствий для оригинального и фейкового пылесоса. Рядовая ситуация. Мы просыпали на ковер крупу, муку и крошки от печенья. Посмотрим, как с этим справится наш пылесос. Приступим к тесту. Ой, китайцу прям максимально плохо. Оригинальный идет как по маслу, а китаец оставляет за собой след из муки. Это уже не смешно, он его не может убрать. Как вы видите, мощность все-таки решает. Но, честно говоря, даже я не ожидал увидеть настолько контрастного результата. Ну, хоть часть убрал, и на том спасибо. Помимо этого, мы затестировали заявленные в пылесосе лазеры. Но какие же это лазеры? Это 3 обыкновенных фонарика, которые абсолютно никак не помогают уборке. Честно, я недоволен. Если вы продаете реплику за такие деньги, ну, будьте добры, сделайте ее один в один, как оригинал. Как это было у подсов и часов. Мощность слабая, лазер позорный. В общем, работает этот Dyson на уровне бюджетного пылесоса такого же форм-фактора. Мой совет: если бюджет не позволяет себе взять оригинальный Dyson, возьмите проверенный временем условный Xiaomi и абсолютно никак не парьтесь.
Ути-пути, это что за малютка у нас тут такая сидит? PlayStation 5 за 4000 рублей, господа. Я вижу здесь надпись 4К, меня это очень интригует. Посмотрим, что здесь внутри лежит. Это я понимаю, ребят. Вот такое я и ждал. 2 джойстика не обманули, зараза. Даже в оригинальной плойке так не кладут. Просто в руку помещается. Блин, как же это смешно. Она такая прикольная на самом деле. Я бы просто ее вот так вот в качестве украшения на стол поставил. HDMI кабель. Все, подставочка есть. А, вот как она надо сделать. Берется так. Интересно, получится ли запустить на ней шутер в 4К 120 FPS? Забронирую себе випку в киберклубе и пойду набивать фрагов. Тут, к сожалению, чуда не произошло. Это просто эмулятор ретро-консолей. Но порубиться с корешем в олдовый Mortal Kombat, да почему бы и нет? YouTube в 4К здесь запустить, к сожалению, не вариант. Да и фиг бы с ним, потому что его и так постоянно замедляют. Кстати, напиши в комментариях, в каком качестве прямо сейчас ты меня смотришь. В первый раз мне пришла консоль без игр, поэтому мне пришлось взять и купить вторую такую же консоль, но уже с играми. Но у нее оказались нерабочие джойстики в комплекте. И мне пришлось их брать от первой консоли. В общем, максимально китайская ненадежная история. Но за свою цену, прикольный дизайн и пропуск в мир ностальгии я одобряю. Мне даже кажется, что такая приставка вызовет больше интерес на какой-то тусовке, чем та же самая оригинальная плойка. Игр здесь просто завались. И в отличие от оригинальной консоли, они все бесплатные. Ну и камон, это же копия пятой плойки. Эмоции обеспечены. А вот и iPhone. Кстати, с виду прям оригинальная коробка. Я бы, возможно, даже и не заметил. Но если начать вглядываться, конечно, можно понять, что это реплика. Во-первых, на оригинальном айфоне всегда надписи пишутся сразу на коробке, а здесь выполнена наклейка. Ну и во-вторых, посмотрите, но она прям вся какая-то кривая, косая. Издалека можно подумать, что оригинал. Давайте вскрывать китайский iPhone 15 Pro Max за 12 тысяч рублей. Натуральный титан, ребята. Ну, кстати, звук похож. Но вот это прям жир, плетеный кабель. Как будто бы вот кабель один в один. Так, и сам iPhone. Лежит он, кстати, как 15 Pro Max в руке. Я бы на улице не понял, что это реплика. Я вот всматриваюсь в блок камер, и он даже не выглядит липовым. Понятное дело, что здесь всего одна камера. Яблочко. Блин, прикол. Но вот видно подбородок. Это его, конечно, выдает немножечко. Нас встречает фирменная надпись. Никакого олеофобного покрытия, конечно же, нет. Пока что не особо лагает. VLAN. Ладно, это я настрою позже. Что ж, погнали его тестить. Первым делом проверим, как работает сама система. Слушайте, это больно, очень больно. Возможно, я привык к оригинальному айфону, но система очень заторможенная. Я бы такой пользоваться не смог. Мне стало интересно, и я решил сравнить камеру фейкового айфона и оригинального. И здесь, естественно, никакого чуда не произошло. Вот они, хваленные 16 мегапикселей. Честно говоря, это прям стыд-позор какой-то. Естественно, никакого оптического зума здесь и в поминках нет. Вот для примера фотографии, сделанные на сверхширокоугольную камеру 1х, 2х и хваленные 3. Как вы уже поняли, одна бедная камера в этом айфоне не справляется. И да, две остальные этому лежит. Давайте ради интереса запустим на нем Genshin Impact. А нет, процессор Mediatek сказал, что он его не потянет. Ну тогда попробуем поиграть в PUBG Mobile. Ну кстати, на минималках прям все жестко лагает. Играть абсолютно невозможно. Если вы мазохист, вам очень понравится. Короче, если вы инфо-цыган и вам надо пустить пыль в глаза, то берите его смело. Пару проданных курсов по крипте вам его точно купят. Но всем остальным вообще не советую. Это реально мазохизм какой-то. Хотите себе бюджетный iPhone? Уж лучше чуть поднакопить и взять себе бэушный iPhone 11. Он все так же актуален в 2024 году, а работает система намного лучше. Я, кстати, решил упороться и сделать полную фейковую экосистему. iPhone, часы и наушники. Ничего хорошего из этого, естественно, не вышло. Формально, конечно, это все работает, но это сплошное мучение, поверьте на слово. Что ж, этот iPhone ждет интересная судьба. А пока что просто полежи здесь. Достать эти очки было очень непросто. Знакомьтесь, Vision SE стоимостью 40 тысяч рублей. И это единственная в своем роде реплика Apple Vision Pro, но стоит она в 8 раз дешевле. Вот тут мне прям супер интересно. Коробочка, кстати, норм. Ну, не стыдная, согласитесь. Давайте ее распакуем.
О, так, ну, классический кабель USB Type-C. Кстати, на секундочку, джойстик, чего нет в оригинальном шлеме. Ну, кстати, могли бы положить фейковую тряпочку Apple, не обеднели бы. Вы не представляете, я так долго его искал. Блин, ну это прикол прям. Никакого здесь алюминия, все сделано из пластика. Две 3D камеры, на секундочку, здесь есть. Кнопка для фотографий, кнопка включения. Самое забавное, что в отличие от оригинала, в китайской копии уже встроен аккумулятор. Тут даже есть Type-C. Ну, как говорится, все для людей делают. С вашего позволения надену его. Чё за... Слушайте, детализация прям хорошая. Ну, на оригинальном шлеме она, конечно же, получше, но не кардинально. Интерфейс полностью копирует Vision Pro, управляемый вот так вот головой. Естественно, никакого трекинга глаз тут нет. Это, конечно, очень забавно. Здесь даже есть App Store, в котором можно скачать приложение. Я себе установил YouTube, но он почему-то не запускается. И легендарный Gold Miner. Кстати, давайте в него сыграем. Нет, ну я хочу себе побольше. А вот на Apple Vision такое есть? О, самый жирный улов выловил. Благо в этих очках есть Type-C, мы можем подключить к ним свой Powerbank, либо любимый мой SSD. Кстати, обзор на канале. И установить на них APK-файл с играми. Но другой вопрос, что без джойстика мы в эти игры полноценно не поиграем. Спрашивается, зачем они нужны? Забавно. В этом шлеме даже есть AR-режим. На повседневе я бы так, конечно, ходить не стал. Качество камер прям слишком плохое. Ну, банально начинает укачивать. Еще тут можно делать 3D-фото. И они реально 3D. Больше всего мне зашел просмотр контента. Со своего SSD я врубаю Человека-паука в IMAX 4K, подключаю AirPods Pro, и это прям неплохо. Это определенно другие ощущения, которые мне нравятся. Лично мне приятен тот факт, что я не тратил по 300 тысяч рублей на оригинальный шлем и при этом кайфую. Блин, и одновременно как-то стыдно, что я кайфую с репликой. Я бы так фильмы вообще спокойно смотрел и кайфовал. Но самое крутое в этих очках — это просмотр 3D контента для взрослых. Такого погружения я еще никогда не испытывал. Подводя итоги, блин, очки классные. Детализация у них лучше, чем на Meta Quest 3. Да и согласитесь, вид они имеют. Стоит ли отдавать за этот функционал 40 тысяч рублей? Ну, лично я не могу вспомнить шлем, который стоил бы дешевле и в общей сложности был бы круче. Если ты знаешь такой, напиши в комментариях. А еще учитывайте то, что он автономный и не требует подключения к компьютеру. Не думал, что скажу такое, но это прям неплохая реплика, от которой я кайфанул. Что ж, это было очень интересно. Кто бы что ни говорил, а все-таки разница между копией и оригиналом, но она явно есть. Брать копию в надежде получить качество оригинального устройства я вам явно не советую. Больше всего меня обрадовала китайская PlayStation 5. За свои деньги это действительно неплохой подарок для гика. Обязательно подпишись и поставь лайк. Это сильно поможет в развитии нашего канала. Мы старались. И возвращаясь к главному вопросу. Нужна ли вам такая реплика? Решайте сами. Заряжайте Glock. Ну, как говорится, по делам. Батарея, дисплей, корпус, все в смятку. Офигеть, он работает? Конечно же, нет.